Привет, с вами Назарий, и в этом видео мы сделаем вот такую вот анимацию, повторим все, что в ней находится, и, собственно, разберем, как сделать вот такое вот поднятие букв, при этом используя достаточно необычный инструмент, который, я уверен, 99-90% из вас, скорее всего, не используют, потому что, не так уж и много ситуаций, когда его можно прям вот использовать. Но буду рад ошибаться. В любом случае, давайте начинать. И давайте потихонечку разбираться, как сделать, собственно, вот такую вот анимацию. Для начала давайте создадим на нашей сцене куб. Как всегда, уже по традиции, перед началом видео я забыл включить скринкаст кейс, но тем не менее. Давайте создадим куб. Вид спереди. GZ. И зажимаем Ctrl и тянем вниз, пока мы не дойдем до вот этой вот красной линии, которая указывает на ось X. Сейчас мы находимся в Snap to Increment. Таким образом, нам удалось вот так вот ровно по этой линии выровнять наш куб. Это будет достаточно важно в дальнейшем. Сейчас его можно пока что вот так вот на глаз чуть-чуть подужать, но далее мы это все еще поправим, пока что так на глаз сделаем этот куб, который будет, из которого мы точнее вырежем наш основной текст. Далее мы создаем объект текст, пишем на нем что угодно на самом деле, я напишу 30к, чтобы полностью наследоваться от референса. Хотелось бы, чтобы это было 30к на моем канале, поэтому если видео вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, чтобы все остальные люди тоже увидели это видео. Далее. У нас есть вкладка «Фонд», вот здесь вот, и выбираем шрифт, который мы хотим использовать. В данном случае я подготовил шрифт, который называется Сайгер, я не знаю, как-то так, в общем, да. И давайте возьмем какой-то semi-bold, например. Где он у нас тут? Я его не вижу. Вижу bold, bold, bold. Вот semi-bold. Вот, теперь, что мы сделаем далее? Давайте переведем нашу надпись, наш текст в Mesh, добавляем модификатор, который называется Decimate в режиме Planar. Таким образом мы сможем убрать лишние соединения, которые у нас появятся при обычном конвертировании в Mesh. То бишь у нас топология просто будет попроще. Нажимаем правую кнопку мыши, Convert to Mesh. Таким образом у нас получилось сделать вот такую вот форму, да. Далее Set Origin to Geometry. Давайте посмотрим. Origin у нас не совсем корректно выставился. Вообще, на самом деле, он нам понадобится немножечко в другом месте, поэтому можно даже сразу уже это сделать. Давайте возьмем, выделим в нолике вот эти нижние части. Нам нужна сейчас центральная ось ко всему этому. Вот, нажимаем Shift-S, курсор to Selected. Он у нас посередине вот здесь вот появился, правая кнопка мыши, Origin to 3D курсор. Таким образом у нас появилась вот такая вот функция у нашего текста. Но не заблуждайтесь, не все так просто. Нам не удастся просто взять и поднимать его вверх и вниз. Потому-то я и сказал, что мы будем использовать достаточно-таки необычный инструмент. Далее, Shift-S, курсор to World Origin, чтобы сбросить саму позицию. И давайте что сделаем. А вообще, я вас только что обманул. Нам же нужно взять и изначально эту всю историю отцентровать, поэтому, я думаю, что это не сильно критично. Сейчас мы это все повторим, но для начала Origin to Center of Mass. Оно в центре теперь. Selection to Cursor. То есть мы нажимаем Shift-S, потом Selection to Cursor. Оно отцентровалось, и только теперь надо повторить то же самое действие. Извиняюсь, но тем не менее, я думаю, что вы лучше запомните этот момент. Set Origin to 3D Cursor, и опять Cursor to World Origin. Вот, теперь у нас есть текст, который находится в центре, при этом он может вращаться вот таким вот образом. Давайте возьмем и подровняем наш вот этот вот бокс. Нужны нам достаточно-таки небольшие отступы по бокам, где-то вот так, и как-то вот так вот. Тут можно на самом деле не трогать, потому что мы все равно этого видеть не будем. Затем давайте сделаем экструд для нашего вот этого вот объекта. Вот где-то вот такого образа. Так, далее. У нас, конечно же, все нормали вывернуты. Можно это легко проверить, если перейти вот сюда,
Face Orientation, видим все красное, это нам не подходит. Переходим в Edit Mode, Alt-N, Flip, и все, теперь у нас все хорошо в этом плане. Далее нажимаем Shift-D и нажимаем правую кнопку мыши, чтобы вернуть объект в его изначальное положение. Пока что этот текст мы скроем, а вот этим текстом мы вырежем вот здесь вот дырку. Я рекомендую вам включить аддон, который называется Bool Tool. Вот таким вот образом он упрощает работу с буленом. Чуть-чуть приподнимаем наш объект, просто чтобы у нас он торчал снаружи. Шифтом выделяем кубик, Ctrl-минус. Таким образом нам удалось вырезать вот такую вот не полость, но дыру в нашем вот этом кубике. Давайте применим. Вот этот квадратик уже можно удалить. Если мы включим текст, он будет здесь у нас идеально заполнен. Что нам надо сделать теперь? Теперь давайте накинем на всю вот эту вот историю bevel, чтобы взять, просто сделать это все дело покрасивее. Нам нужно сейчас подобрать плюс-минус какие-то оптимальные фаски. Добавим больше сегментов, чтобы это все выглядело красивее. И давайте сразу же, опять же таки, рекомендую добавить аддон себе, который называется Copy Attributes. Так, Copy Attributes меню. Вы сможете тогда взять ваш объект, взять затем объект, на котором уже есть модификатор, Ctrl-C, и Copy Selected Modifiers, и можно скопировать bevel. Вот, но только у нас тут надо Ctrl-A Scale сделать. Да, это надо в любом случае сделать, если вы делаете Scale, но сейчас это не повлияло, поэтому мы просто силу bevel шифтом будем уменьшать, но, как вы видите, тут достаточно это все сильно прыгает. И, кстати, сразу же в Geometry переходим и ставим миксер, точнее не миксер, а вот этот Meter Outer ставим на Arc, потому что это может вызвать проблемы вот в некоторых местах, собственно, на геометрии. То есть сейчас этого нет, но когда я делал это все для примера себе, там были проблемы, поэтому рекомендую здесь поставить Arc. Так, сразу же потом добавляем модификатор, который называется Normals Smooth by Angle. Так, и Shade Smooth. Так, оно должно отрабатывать, потому что вот в этих новых версиях блендера до сих пор я не привык к этой всей истории. Так, вот, поменяли местами, теперь он отрабатывает. Теперь то же самое. Выделяем наш кубик, выделяем... Да даже по сути, а что выделять-то? Можно просто перейти в Normals, Smooth by Angle. Вот, и Shade. Так, да, Shade Smooth. Все, Ctrl-A Scale, кстати, сразу же. Так, что мы имеем? Мы имеем вот такие вот проблемы с нормалями. Давайте Smooth by Angle опять в начало. И теперь это все исправилось. Так, тут у нас тоже все сглажено. По идее, в принципе, достаточно такие подходящие фаски, и дальше с ними можно работать. Давайте продолжим создавать анимацию для нашей надписи. Теперь что мы делаем? Нам нужен был вот этот вот origin для того, чтобы просто удобнее сделать перемещение 3D-курсора именно в эту точку после экструда, чтобы просто не делать именно выделение каких-то там точек, чтобы что-то лишнее задеть. Ну, в общем, конечно, это не обязательно, но тем не менее. Сейчас мы нажимаем Shift-S, курсор to selected, и теперь вот именно в этой точке у нас оказался 3D-курсор. Это для нас будет очень полезным в дальнейшем. Давайте перейдем, собственно, в Edit Mode, и вы могли ошибочно подумать то, что сейчас мы будем брать и вот так вот вращать. Так, давайте по оси X. Кстати, мы сразу же выбираем Transform Pivot Point по 3D-курсору. И теперь, смотрите, вы могли ошибочно подумать, то, что мы будем делать вот так вот. Но мы так делать не будем. Почему? Потому что у нас вот здесь начинается деформация, и, как вы видите, появляются определенные щели. Но что мы будем делать? Почему я сразу сказал то, что мы будем использовать достаточно необычный инструмент? Потому что, ну, я уверен, что его используют редко. Называется он Shear. По сути, по своей сути, он, по сути, просто делает вот... как сказать, скосы, что ли. И сейчас, если мы его выделим, потянем вот так вот, давайте вверх, вы видите, никакой деформации нет. Давайте Ctrl-Z. Что мы сделаем изначально? Изначально мы потянем вниз. Нам нужно создать вот эту начальную позицию, где-то вот в этом месте. Далее мы переходим в Shape Key, создаем один Shape Key, второй Shape Key, и Value выкручиваем на максимум, но теперь тянем наоборот, в обратную сторону, чтобы поднять примерно вот так вот. Ну, поднимаем мы сейчас на высоту, которая нам нравится. Таким образом, мы получаем вот такую вот штуку, которая поднимается вот так вот, что очень удобно. Далее, так, проверим, нормально, все нормально, собственно.
И перед тем, как это все дублировать, а мы будем это дублировать, нам надо выставить здесь материалы. Как мы это, собственно, сделаем? Давайте вот здесь вот справа вытащим вот это вот окошко. Сейчас перейдем в меню с материалами, накинем сюда основной материал. Это мы сейчас добавляем для кубика. Нажимаем еще раз плюс, добавляем второй материал. Назовем его просто Glow, потому что он у нас будет светиться. А вот здесь нам надо выбрать тот же самый материал, который мы добавили первым вот сюда на кубик. Так, только, да, вот мы скопировали. Все, на кубике 2 материала, здесь на циферках 1. Далее, что мы делаем? Здесь включаем, так, Shader Editor. Давайте добавлю пока что просто случайное солнце. Так, рендер. Силу солнца давайте поставлю на 8. Угол на 20. Так, тут сразу же нам надо вернуть вместо 3D-курсора Median Point. Так. Ну, чуть-чуть буквально его покручу. Как-то вот таким вот образом просто выбираем сейчас нужный нам угол. Далее мы выделяем вот эти вот грани. В принципе, они у нас уже выделены, но нам надо снять выделение с вот этого. Так. Я просто взял Ctrl, зажал и вот так вот провел по выделенному, и оно сняло выделение. Так. Далее. Так. Шифтом клацаю. Так. Все, вроде бы снял, если не ошибаюсь. Выбираем материал Glow, и вот эти выделенные грани, которые у нас есть уже, если у вас их нет, то просто их выделите. Нажимаем Assign. Так, таким образом, давайте проверим именно сам материал. Вот, сейчас у нас на нужных гранях находится вот этот зеленый цвет. Нам нужно перейти в Filmic. Нам AGX здесь не поможет сейчас. Ну, можно сделать, но просто это больше возни. Так, и нам надо взять солнце, уменьшить силу. Давайте до 6000. Потом возьмем здесь, я думаю, чуть-чуть светлее сделаем. Так, и было бы неплохо уже на самом деле выставить камеру. Давайте, собственно, это тоже сделаем. Добавляю случайные точки ее, переключаюсь на камеру. Так. К слову, Shift-S, курсор to World Origin, просто чтобы уже все из центра у нас было. Так, я пересоздам камеру, чтобы просто она сразу из центра появлялась. Давайте выберем 1080 на 1080. Вот так вот. И можно поставить перспективу достаточно высокую. 180, чтобы сама именно перспективные искажения, они были незначительными. GZZ и оттаскиваем назад. Так, и нам надо сейчас взять и проверить, насколько у нас правильный поворот. Ну, сейчас я это просто для себя смотрю. Так, возьму сейчас, наверное, еще раз 3D-курсор, выберу. Так, и вот так вот поворачиваю. В принципе, ну, тут вы сейчас вольны выбрать тот поворот, который вам больше нравится. Так, и вообще было бы неплохо сделать еще больше. Давайте 200, вот здесь вот, чуть-чуть ближе. Где-то вот, ну, вот таким вот образом выберем. Так, хорошо, Ctrl-B и выделю только вот это окошко, чтобы оно не мешало восприятию. Хорошо. Здесь материал вот этот давайте сделаем вместо серого белый, так как он у нас везде применен. В принципе, мы это будем везде видеть. Только сейчас есть какой-то определенный засвет. Надо с этим побороться немножко. Давайте вот так вот. Medium High Contrast выберем. Так. Опять переключаюсь на Median Point. Так, что еще? Возможно, стоит поиграться с поворотом солнца. Так, я его поворот сброшу здесь. Backspace. Давайте вот так вот. Вот так вот. Ну и выбираем нужный нам, собственно, здесь вот поворот, чтобы он нам нравился.
Итак, немножечко отойдем. Что мы сделаем? Настроим саму сцену. Поставим 60 кадров. Здесь достаточно большие значения нужны на самом деле. Пусть будет для начала 560. Это просто, чтобы у нас была достаточно плавная анимация. Ну, сейчас мы с этим разберемся постепенно. Теперь давайте возьмем и сделаем, собственно, саму анимацию для вот этих букв. Все вот это вот материалы, там, свет и прочие подобные вещи, мы еще к ним вернемся. Сейчас просто вот так вот пытаемся прогрессировать понемножечку везде. Давайте перейдем вот сюда, там, где у нас были shape key. Мы возьмем, нажмем I на value. И давайте на 100 кадре вытянем на максимум. Опять нажмем I. Так, и у нас теперь есть вот такая вот штука. Хорошо, теперь нам надо это все дело вернуть назад. Копируем первый кадр, и на 200 кадре мы вставляем его обратно. Ctrl-Tab. И давайте нажмем Normalize, чтобы просто это все было ровненьким. Так, теперь мы возьмем S и растягиваем вот этот вот момент, просто чтобы он... Так, ну к какому моменту? К моменту поднятия он задерживался немножко здесь. Вот так вот. Можно даже, конечно, еще чуть-чуть подольше. Где-то вот так вот. Тут уже просто тоже вы можете сами подвигать, как вам это больше нравится именно по самой анимации. Тут я вот так вот еще оттяну. Вот так вот. Как вы видите, оно поднимается и достаточно симпатично. Теперь нам надо это скопировать, я думаю, раза 2, наверное. Давайте скопируем раз, Ctrl-C, Ctrl-V. Я бы даже так сказал, что нам сейчас надо вот эти две штуки скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, здесь вот эта штука у нас должна быть на 300 кадре, да, получается, тут мы каждые 100 кадров будем идти. Но надо вот здесь вот выровнять. Вот таким вот образом. И надо, чтобы в конце оно сходилось, скажем так, на таком же кадре. Так, то есть сейчас... Давайте... Это получается, если 60 кадров в секунду, то нам надо примерно... Так, 122, 244. Ну и получается 400... Точнее, 560, да? 560. В принципе, по идее, должно быть достаточно, поэтому скопируем. Давайте еще. Так. На каком это у нас? Это 400, на 500 должно быть здесь. Сейчас мы, наверное, еще чуть-чуть дальше продвинем вот эту всю нашу историю. Так. Да, тут 500 точно. Да, 500. Тут у нас тогда 600. Все, хорошо. Пока что поставим 600. Но нам надо взять на один кадр вперед вот эту вот последнюю, сдвинуть последний вот этот вот point, чтобы у нас просто не было дублирующихся кадров. То есть первые и последние, они были бы одинаковые, если бы мы оставили его на 600. А так они будут немножечко разными, и это не будет бросаться в глаза. Так, давайте посмотрим, как это выглядит зациклено. Так. Подъемы и опускания у нас, в принципе, есть. И это зациклено, вот как вы можете заметить. Хорошо, в принципе, так, я еще смотрю, не забыли ли мы чего-то. Потому что потом будет достаточно болезненно возвращаться. Так, вроде бы все хорошо. Материалы везде накинул. Так, анимации вот эти вот сделал. Надо будет сделать еще анимации для камеры. Но пока что мы создадим пустой объект. Ну, просто для удобства. Вот так вот сделаем. Выделим вообще все. Выделим пустой объект. Ctrl-P. Object. Таким образом мы сделали его родительским. Вот, теперь нам надо это все дело продублировать. Делать мы это будем вручную. Так просто будет быстрее. Давайте вот так вот. Чтобы минимальные какие-то стыки были у нас здесь. Так, вот так вот. Выделяем опять же таки все. Так, все выделил, да? Shift-D по X. Тяну это в сторону. Так. Тоже минимальные стыки делаем. Вот такие вот.
Выделяю вообще все. Так, камеру Ctrl зажимаю и снимаю выделение с солнца и камеры. Ну, еще разочек сюда дублирую. Но имейте в виду, это достаточно таки производительная штука, поэтому может подтормаживать. Сейчас нам, к сожалению, не удастся это посмотреть все в 60 кадрах, но... Так, давайте, наверное, вот эти несколько удалю, они уже прям такие не нужны, потому что мы на самом деле будем только на соседнюю вот эту двигаться. То есть, по сути, да, вот некоторые вещи не нужны, но просто нам надо было это покопировать. Так, опять Shift-D. Давайте теперь вниз. Так, тоже минимальные стыки. Shift-D. Вверх. Так. Вот так вот. Они нам, вот эти штуки, нужны будут просто для фона, на самом деле. Так. Что мы здесь видим? На самом деле, можно было бы еще меньше сделать вот эти вот промежутки между буквами. Но раз уж мы это сделали, то пусть так уже будет. Так, может быть, немножечко камеру довернуть. Как-то вот так вот. Теоретически можно было бы ее назад чуть-чуть отдалить. Буквально чуть-чуть, да. Так, глубину кадра вообще даже можно добавить просто для красоты. Давайте distance сейчас определим. Где у нас тут резкость будет? Где-то вот в этой области, а там уже дальше чуть-чуть подразмыто будет, так будет красивее. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Вот у нас есть вот эта зеленая ерунда. Теоретически вообще на самом деле можно сделать стыки вот эти побольше, потому что там на референсе у нас были определенные линии видны, поэтому давайте сильнее отодвину. Вот так вот, а ну-ка. Я бы даже еще больше сделал. Вот как-то так. Ну да, просто чтобы оно было заметно. Так, хорошо, этого достаточно. Теперь еще то же самое надо сделать сверху. Не забываем снимать выделения с объектов, которые нам не нужны сейчас, чтобы они были выделены. Так, да? Да. Смотрим. Так, и... Да, нормально, у нас эти линии видны. Теоретически то же самое можно сделать для вот этих объектов, которые стыкуются, но я сделаю это только для вот этого соседнего, просто потому что нам надо будет двигаться только к нему. Сейчас нам надо зациклить камеру, и что мы сделаем? Давайте возьмем вот этот вот соседний объект, мы возьмем вот этот вот кружочек внутри него и сделаем как? Shift-S, курсор to selected, в центре 3D курсора здесь поставили, теперь set origin to 3D курсор именно для вот этого кубика. Сейчас вы поймете, зачем мы это делаем. Так, и теперь нам надо взять, создать Shift-S, опять же таки пустой объект, я создам сферу, но давайте не так. Сначала я, получается, курсор to World Origin верну. В самое начало нам надо было для вот этого кубика Origin здесь вот в этой точке поставить, чтобы мы могли потом скопировать именно положение вот этого объекта и плавно переместиться к нему. То есть мы из центра двигаемся в центр, да? Так, хорошо. Делаем, получается, empty объект, сферу. Вот, давайте возьмем теперь камеру, с шифтом возьмем вот эту сферу, Ctrl-P, Object. Так, хорошо. И теперь, так, выделяю сферу, возвращаюсь на первый кадр, нажимаю I на Location, когда сфера выделена. И затем на 601 кадре, давайте на 601 кадре, вот здесь вот, получается что? Теперь нам надо переместиться, теперь нам надо взять и шифтом выделить вот этот вот объект, к которому мы только что origin меняли. Ctrl-C, Copy Location. Теперь мы переместили камеру, по сути, в то же самое положение, но просто для соседнего объекта. И нажимаем I на Location, опять когда мы находимся на 601 кадре. Таким образом, нам удастся сделать именно зацикленную анимацию. Сейчас она немножечко выглядит медленно, но... Просто это потому, что, во-первых, здесь не 60 кадров на данный момент. Вот, как вы видите, здесь только 30 кадров. То есть, по сути, это все будет быстрее в 2 раза еще после рендера. И да, смотрите. Вот здесь выделяем эти точки. Нажимаем T.
И выбираем здесь линейер, чтобы это все без сглаживания работало, а вот как такой ровный конвейер. Давайте под конец переместимся просто еще раз, чтобы оценить. И как вы видите, этих самых стыков нет. Тут у нас скачет немножко с той стороны, просто потому что глаз улавливает такие вот вещи. Вот. И там, возможно, есть какой-то минимальный стык, но это легко решается за счет того, что мы возьмем, давайте даже вот сейчас попытаемся это решить. У нас, вот как я вижу, совсем чуть-чуть не в позиции находится именно вот этот вот empty объект, поэтому мы сделаем то же самое сюда. Shift-S, курсор to selected. И теперь вот в первом кадре, где у нас есть вот эта вот сфера, давайте возьмем вот этот наш объект, первый самый, Ctrl-C, copy location. Так, да? Нет, оно немножечко неправильно сделало геометрию, так. Точнее, мы, видимо, забыли Origin to Geometry сделать. Так, не to Geometry, извиняюсь, к 3D курсору, вот. И теперь мы возьмем, где там эта наша сфера. Так, все выделил, теперь выделяю вот этот вот объект, Ctrl-C, Copy Location. Вот, и теперь, когда мы находимся в нужной позиции, мы нажимаем опять I, чтобы зафиксировать этот момент. Вот, и теперь давайте перейдем вот к этому кадру. Выключу вот эти все вещи. Запускаю анимацию. И как вы видите, теперь шва нет, и, теперь это абсолютно бесшовная анимация. Такой большой промежуток мы выбрали для того, чтобы просто сделать медленнее перемещение камеры. Вот. Так, тут, возможно, достаточно-таки большая щель. Но это уже такой момент, то есть вы уже сами у себя его сможете поправить. Так, теперь я хотел бы включить кривые. Вот здесь чуть-чуть вниз потянуть, просто чтобы чуть больше контраста картинки добавить. И теперь нам надо взять вот этому зеленому цвету. Где он у нас тут? Добавить emission. Давайте скопируем этот же цвет. Вставим его, собственно, в цвет. И силу давайте на... наверное, единицы это много. 0.5. Плюс-минус вот такой вот, да. Вот, и теперь у нас получилась абсолютно та же самая анимация. Конечно же, как всегда, есть какие-то минимальные несостыковки по финальному результату, но это просто потому, что мы это делаем вручную, на глаз. Вот, поэтому, да, мы с линейкой это все не воспроизводим. Вот, и как это дело все сохранить? Вы выбираете здесь нужное вам количество сэмплов, затем можете донастроить какие-то вещи вот здесь вот, выбираете output, и если вы хотите сразу в видео это все сохранить, выбираете FFmpeg, энкодинг выбираете вот здесь вот MPEG 4. Вот, и в конце вы получаете вот такую вот замечательную, собственно, анимацию. Вы можете еще включить для нее Motion Blur и, тоже добавить какой-то реалистичности в целом этой сцене. Также, опять же таки, докрутить такие вещи, как солнце, это уже небольшая проблема. Сделать это все немножечко красивее, какой-то постпроцесс добавить впоследствии, вот. Так, немножечко зеленый вот здесь вот изменил. В общем, да, в целом это все. Такая анимация вот у нас, собственно, и получается. Я считаю, что мы ее повторили полностью, конечно же, без учета определенных нюансов, которые легко и самому исправить. Да, и такой момент, вот тут есть еще немножечко это все рублено. Subdivision я не рекомендую добавлять, лучше возьмите на этапе, когда вы это все вырезаете, для шрифта просто добавьте больше резолюшена во вкладке с текстом, и тогда у вас будет, собственно, счастье в этом плане. Вот, на этом у меня все. Пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь, если вам это понравилось, потому что я выпускаю достаточно-таки уникальный контент, и хотелось бы хоть такую поддержку в целом получить за это. Если вам что-то непонятно, заходите к нам в Telegram, ссылки все есть в описании, и в целом, да, оставляйте, пожалуйста, комментарии, они очень хорошо продвигают это видео, то есть даже если лень, пожалуйста, это очень важно, потому что вы, в принципе, за это ничего не платите, вот, а я на это трачу время. А время сейчас очень дорого стоит. Все, всем спасибо за просмотр, с вами был Назарий, всем пока.